Всех приветствую на своем канале. В данном видеоуроке мы с вами будем вязать косметичку. Только на этот раз мы ее будем вязать из пряжи. У меня есть несколько мастер-классов по вязанию косметичек. Ссылку оставлю в описании под видео. Предыдущие косметички я вязала из шнура полипропиленового, из хлопкового. На данный момент это будет довольно-таки бюджетная косметичка, то есть это пряжа Yarnart Jeans, где 55% хлопок, 45% полиакрил. Очень приятная на ощупь пряжа. Замочек у меня 20 сантиметров, основной крючок 3 миллиметра и дополнительный крючок, которым я буду делать отверстие в замочке, это крючок номер 1,5. Так, смотрите, замочек, он у меня уже идет с разметкой. Фломастером сделала разметку, интервал 5 миллиметров. С одной стороны у меня 36 отверстий будет, с другой стороны 36 отверстий. И сбоку, по бокам я буду вязать по 3 воздушные петли. То есть итого количество петелек у меня получится 78. Для вязания данного узора, которым я буду вязать косметичку, количество петель должно делиться на 3. И итоговая цифра должна быть четной. Вот у меня получилось 78 поделить на 3, получается 26. Это для вязания именно такого узора, которым я буду вязать данную косметичку. Итак, приступаем к вязанию. Так, смотрите, на замочке есть вот такая вот как бы полосочка. Смотрите, она отличается от других, видите? Вот, она более такая рыхлая. То есть крючок я буду вставлять именно вот здесь, вот в эту рыхлую полосочку. Беру крючок номер 1,5. Если не хотите крючком, пожалуйста, можно это делать шилом. Я делаю это крючком, мне очень удобно. Так. Берем нашу ниточку. Ниточка очень хорошо вынимается. Шнур посложнее, но и шнур я тоже делаю это все именно крючком. И вот так вот каждое отверстие продеваем, пока и продеваем и провязываем крючком номер 1,5. Далее перейдем на крючок номер 3. Петельки вот эти немножко вытягивайте, чтобы они не туго шли. Очень легко продевается, очень хорошо вяжется. Вот эти петельки немножко вытянем. Идем по этой стороне. У нас должно получиться 36 отверстий. Далее покажу, как переходить на другую сторону. Итак, сделали по этой стороне 36. Провязали 36 столбиков без накида. Или 36 отверстий. Так, вяжем 1, 2, 3 воздушные петли. И переходим на следующую сторону.
Так, вяжем по этой стороне, довяжем до конца, делаем снова 3 воздушные петли и соединяем с началом ряда. Покажу, как это сделать. Итак, по этой стороне тоже провязала 36 столбиков без накида, то есть было у меня 36 отверстий также. Теперь делаем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Все, и закрываем наш этот первый ряд. Теперь берем основной наш крючок. Я буду вязать троечкой. Если хотите, чтобы было как бы более поплотнее, смотрите сами, можно взять 2,5. Итак, делаем 3 воздушные петли. То есть первый ряд мы будем вязать столбиками с накидом за каждую косичку. На поворотах я буду провязывать вот на этих поворотиках, где у нас было 3 воздушные петли, я буду провязывать 3 столбика с накидом. То есть итого обязательно надо будет просчитать, должно получиться 78 столбиков с накидом. Остальные все ряды у нас будут вязаться рельефными столбиками с накидом за переднюю и заднюю стенку. Будем формировать узор. Еще раз повторяю, что количество петелек должно делиться на 3, и итоговая цифра должна быть четной. То есть у меня это 78 делим на 3, получается 26. Четная цифра. Итак, вяжем по периметру. На поворотиках по 3 столбика с накидом вяжем полностью до конца первый ряд. Смотрите, провязали по одной стороне, как я говорила, вот здесь вот вяжем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Накид начинаем вот отсюда, вот в эту косичку, которая перед нашей первой петелькой нового ряда. И далее вяжем по периметру. Вяжем, и здесь тоже 3 столбика с накидом закрываем. Так, смотрите, подходим к завершению вот этого нашего ряда. Здесь на углу провязываем 1, 2, 3. И еще, чтобы получилось ровненько у нас 78 столбиков с накидом, надо еще 1 столбик провязать. Вот здесь мы его провяжем перед нашими 3 воздушными петельками. Все, 1, 2, 3, соединяем ряд, обязательно посчитайте. У нас должно получиться 78 столбиков с накидом. Теперь смотрите, что будем делать, как будем вязать основной наш узор. Так, воздушная петля, накид, и делаем рельефный столбик с накидом за переднюю стенку. 1, 2, 3. Далее накид, 3 столбика с накидом за заднюю стенку. 1, 2, 3. Да. Ну, то есть, хорошо, вяжем вместе вот этот вот ряд. Покажу, как вязать второй ряд узора. 1, 2, 3 за переднюю стенку, 3 за заднюю стенку. 1, 2, 3. Вяжем до конца вот этот ряд. Так, подходим к завершению нашего ряда. Смотрите, начинали мы за переднюю стенку. Остается у нас 3 столбика с накидом предыдущего ряда.
их провязываем вот за заднюю стенку. 2, 3. Провязали 3. Вот сюда вот соединительная петелька, воздушная петля. И еще раз провяжем. Тоже там, где были рельефные столбики за переднюю стенку, там 3 рельефных столбика за переднюю стенку. Где были за заднюю стенку, 3 рельефных столбика за заднюю стенку. То есть чередуем по 3 столбика с накидом. Вот предыдущий ряд. Вот эти были за переднюю стенку. Во втором ряду узора тоже провязываем за переднюю. Те, которые за заднюю, мы провязываем за заднюю стенку. Так. Вяжем до конца этого ряда самостоятельно. Теперь за переднюю. Вот такой будет узор. Далее следующие 2 ряда мы просто поменяем их местами. Где было за переднюю стенку, будем вязать за заднюю. Где за заднюю, будем за переднюю. То есть узор у нас чередуется по 2 рядочка. Довязываем до конца этот второй ряд узора. Я далее покажу. Так, довязываем второй ряд узора. Вот провязали рельефные столбики с накидом за задние стенки. Заканчиваем этот второй ряд. Так, воздушная петелька. И теперь, то есть у нас узор будет чередоваться. Мы первый ряд, который мы вязали, просто столбики с накидом, мы его не считаем. То есть это как нулевой ряд, скажем так. Далее у нас шли 2 ряда, где мы чередовали рельефные столбики с накидом за переднюю стенку, за заднюю. И теперь у нас будет 2 ряда, где мы будем делать все наоборот. То есть сейчас мы вяжем 3 рельефных столбика за заднюю стенку. Раз. Два. 3. 3 рельефных столбика за переднюю стенку. И так мы провязываем 2 ряда. И далее снова меняем. То есть узор довольно-таки совсем несложный. Получаются такие, можно сказать, 3D квадратики. За заднюю стенку сейчас. Сейчас за переднюю. Сейчас покажу, как это уже выглядит. Вырисовываются эти квадратики. Вот. Сейчас свяжу еще один ряд и покажу. Так, вяжем до конца ряда. До конца ряда. Закрепляем. Так, здесь снова у нас был первый ряд, где мы за задние стенки вязали. Сейчас еще один рядочек, снова вяжем за задние стенки. И так мы будем чередовать. 2 ряда за передние стенки, 2 ряда за задние стенки. Так, а здесь за переднюю стенку. Снова за заднюю. Вот таким образом будем чередовать по 2 ряда. То есть вот начало ряда у нас сейчас было 3 столбика с накидом за заднюю стенку. Это у нас уже второй ряд за заднюю стенку. То есть следующие 2 ряда, вот эти начальные 3 столбика с накидом у нас будут за переднюю стенку. Мы будем вязать. Смотрите, какой получается узор.
И это косметичка из обычной пряжи. Очень красиво получается. Так, вяжем до необходимого нам размера. Итак, я связала необходимую мне величину. В длину она получается у меня 13 сантиметров, в ширину 18 сантиметров. Закрывать ряды будем мы с изнанки. То есть, так, соединяем последний наш рядочек, вытягиваем петельку, выворачиваем на изнаночную сторону. Так, складываем ровненько. Получается, что ряд закрыли вот здесь. Мы соединительной петелькой сейчас подойдем в уголочек. Делаем одну соединительную петельку, вторую, то есть как бы возвращаемся назад. Так, еще раз складываем, смотрим. Так, сложили. Все, теперь можно соединять детали. Соединять буду просто столбиками без накида. Вот так вот. Берем косичку с одной стороны, захватываем косичку с другой стороны и провязываем вместе. Все это мы делаем с изнанки. Все, таким образом двигаемся до конца ряда, обрываем хвостик, выворачиваем на лицевую сторону. Так, провязываем последнюю соединительную петельку, обрываем хвостик. Так, хвостики спрячем, косметичку выворачиваем. Вот так она получается на лицевой стороне. Вот такая невесомая, мягкая. Если вам понравился мой мастер-класс по вязанию такой косметички, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, будет еще много чего интересного. Всем пока-пока!